Здравствуйте! Не знаю, как вы, но лично я очень люблю этимологию. Этимология изучает историю слова. Откуда пришло слово, что оно означало раньше и как изменилось со временем. Мне кажется, это очень интересно. И сегодня я выбрала 5 слов, которые вы все точно хорошо знаете. Давайте посмотрим на их этимологию. Для начала легкий пример. Первое слово «сегодня». Сегодня. Сего дня. Сего – форма слова «сей». «Сей» значит «этот». Это устаревшее слово, сегодня мы его почти не используем. И «дня» – форма слова «день». То есть сегодня значит этого дня, то есть в этот день. Второе слово худой. Худой. Это прилагательное, которое вы знаете как антоним к слову толстый или полный. Мы используем его, когда говорим о фигуре человека. Да? Но исторически это слово значило не только худой, но и слабый, бедный, плохой. И сегодня это заметно на примере компаратива и суперлатива. Плохой, компаратив хуже, суперлатив худший. Худший, то есть самый худой, самый плохой. Здесь понятно, что это синонимы. И мы все еще используем наречие «худо» в значении «плохо». Например, «мне совсем худо», «мне совсем плохо». А также мы используем выражение «худо-бедно». Худо-бедно. Худо-бедно значит «еле как» или «по минимуму» или «плохо». Например, «я худо-бедно могу читать по-немецки, но сказать точно ничего не могу». Третье очень интересное слово – работа. Работа. Вы все, конечно, знаете слова работа, работать. А вы знаете слово раб? Раб. Это слово сегодня значит несвободный человек. Человек, который работает на кого-то не по своему желанию, не по своей воле. И, конечно, слова раб и работа связаны. То есть слово «работа» тоже значит работа на кого-то, несвободный труд. Интересно, что слово «раб» или древнерусская версия этого слова «роб» первоначально, возможно, имели другое значение, а именно «сирота». Сирота – это ребенок без родителей. Как связаны раб и сирота? Это можно легко увидеть, если вы знаете, например, английский или греческий язык. И вот слово «сирота» в этих языках. Мы видим, что они связаны. И есть версия, что слово «раб» в славянских языках тоже значило «ребенок без родителей». И, возможно, дети без родителей, сироты, жили в чужих семьях, и именно поэтому им давали самую тяжелую, самую трудную работу. Позже слово «раб» трансформировалось, изменило значение и стало означать «несвободный работник», так как мы его знаем сегодня. Вот так, оказывается, связаны по значению слова «работа», «раб», «сирота», а также «ребенок». Потому что древнерусское слово «роб» и «ребенок» тоже имеют общий корень. Следующее слово «богатый». Богатый. Думаю, вы все видите, что в слове «богатый» есть слово «бог». Мы знаем слово «бог» в религиозном значении. Но это слово очень древнее. И говорят, что религиозное значение не его первое значение. А первое значение – это счастье или тот, кто дарит счастье, тот, кто дает счастье.
Ну и поэтому богатый — это как одаренный, наделенный благом. Постепенно это значение трансформировалось, и сейчас мы его используем как тот, у кого есть много богатства, имущества, тот, кто много имеет. И последнее слово, слово номер 5 — счастье. Счастье. Здесь тоже у нас два слова. С от древнеиндийского су — хороший, и часть. Часть — это кусочек, кусок, то есть хорошая часть. Часть здесь, конечно, не только кусок, но и как моя доля, моя жизнь, моя судьба. Мы, кстати, используем слово «участь» в значении «судьба», «жизнь». Получается, счастье — это хорошая доля, хорошая жизнь. Все логично. Какой пример вам понравился больше всего? А может быть, вы знаете слово с интересной этимологией? Если да, обязательно напишите в комментариях. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, вы можете посмотреть другие видео из этой серии. Ссылка будет в описании и в комментариях. До встречи на следующем уроке. Пока!